Ну, друзья, доброе утро. Утро немножко пасмурное, но учитывая, где мы находимся, я бы сказал, лучше ожидать и не следует. Сегодня у нас план. Ну, перед планом хочу напомнить, что мы находимся в этой русской комьюнити, русская церковная комьюнити в Бритиш-Колумбии, которую мы случайно заплутали вчера и в ней оказались, познакомились с людьми. Вот наша кабин. Потом постараюсь все слепить. Я брал многие интервью у людей в этом городе, русскоговорящих, и не записалась проблемы там с пленкой. Потом я еще постараюсь еще с одним человеком поговорить, который это сын хозяев этого резорта, в котором мы находимся. Это, конечно, не резорт, а это кабин-хаус, вон баня. Это кабин-хаус, а это вся большая комьюнити, которая живет по своим правилам. Все русскоговорящие, большая одна семья, вот у этого парня 14 сестер и братьев. И больше 50% людей в городе говорят по-русски. И они как бы друг другу помогают, ходят в церковь в одну. Вот такая комьюнити. Я еще не в Аляске. Это находится в Бритиш-Колумбии, вдоль Аляска Хайвей. Вот вы его сейчас слышите. Мы совершенно неожиданно сюда попали. Зашли на гастейшн и разговорились. И вот так получилось. И на сегодняшний день я не знаю, что мне придется, что я смогу восстановить из видео. Я очень извиняюсь. И, кстати, сейчас у нас вечер. Но так как мы в полярный день, я думаю, след будет еще долго. Мы просто проезжали через Британскую Колумбию, Аляска Хайвей, и заехали в деревушку совершенно случайно и познакомились с русскоговорящими людьми, которые тут живут уже ты с рождения здесь, да? Да. И твои родители сюда приехали из Казахстана. И сколько у тебя братьев, сестер? 15. Представляете, 15 братьев, сестер. Они все в комьюнити, все живут здесь. В этой комьюнити это 15, это нормально. Это нормально? Там один есть 18. 18. Вау. И ты говорил, что у вас школа своя тоже есть. Есть. Community school. Вау. И в этом маленьком городишке, как город называется? 101. 101? 101. 101. Yeah. 101. В городишке 101. Я думаю, это потому, что 101 это 101, это 101 миля от, так получается, 101. Да, так в этом городишке более 50% людей, которые тут живут, русскоговорящие. И своя церковь есть тоже. Да, церковь тоже есть, да. Ой, я считаю, что это замечательно. И причем тут живут не только из какой-то определенной республики или люди мне встречались с Украины по дороге, с России, с Белоруссии. То есть люди просто принимаются такие, какие они есть. А где вы закупаете еду или как вы сами что-то выращиваете? Мама готовит. Мама готовит. Молодец, парень, молодец. И также очень хорошо играет в гольф. Мне было так приятно познакомиться. Спасибо огромное, что так нас гостеприимно встретили. Вот в этом домишке мы обитаем. Спасибо еще раз огромное. Я также познакомился с твоей, думаю, сестрой Катей, которая была там, вас, да. когда она нас приняла там. Все такие добрые, очень хорошо ко всем относятся, ребята. Дай бог, чтобы также мы ценили людей просто за хороших и остальные. За хороших людей, правильно? Ну да. Очень приятно, спасибо. Спасибо. Okay. Last one of the day. Okay, I don't know how that happened, but we're gonna do this. Thank you. There you go. Окей. Учитывая, что я это делал никогда. Тим. Ну, по крайней мере, не промахнулся. Я попробовал. Друзья, получилось немножко обидно, потому что таких интервью у меня было много с людьми, с работящими людьми, с которыми мы разговаривали из Мариуполя, из Белоруссии, из России, вот из Казахстана ребята. Сейчас мы выезжаем, готовим мотоциклы. И сегодня у нас перегончик
километров 600 до теплых источников. Я там уже был и делал про это видосы. Ну, очень понравилось, поэтому возвращаемся. Называется Laird Hot Springs. Замечательнейшее место. И думаю, к вечеру или завтра с утра я обязательно вам еще все сниму. Так как у всех большие семьи, и все эти дома, естественно, в very private, и туда не заехать. Ну, очень большие дома. И их церковь там оказалась не церковь, а как бы место встречи, можно сказать. Да, так что куполов золотых мы не увидели. Едем дальше. Сейчас у нас будет 500 километров вот такого. У нас маленькая остановочка. Место не имеет названия, просто campsite. Ну и бензоколонка. They turned around and went back home. They didn't come with us. Познакомился с двумя знакомыми, firemen. И вот хочу показать. Они доехали на Harley с The Glides. Street Glides, right? Road glides. Road Glides. Road Glides. И доехали до до Арктического океана. Резина. Well, guys, good job. To make it to Taco Harleys. It was a challenge, but Yep, we're we did it. glad we did it. Yep. Looking at your smiles, it was worth it. Yeah, absolutely. Good ride. Да, немножко так, можно сказать, монотонно. Можно еще ехать 193 километра, и потом еще до Ватсон Лейк, и потом еще, получается, километров 700 до Юкона. И оттуда еще где-то 2000 километров до Northwest территории, до Арктического океана. Так что ехать еще очень-очень много. Потом еще Аляска, потом еще домой, потом еще это. То есть где-то 1020 километров еще осталось. Но никогда так не думаешь, когда ты едешь. Когда ты едешь, ты наслаждаешься видом, ты находишься в моменте, и у тебя нет такого слова, как destination. Куда-то нужно доехать, что-то нужно, там это обязательно. Как получится. В этом, наверное, и прелесть путешествия. Мы пройдем сейчас Беларусь с картошкой. Беларусь без картошки никак, это как наркотик. С Генкой решили остановиться, перекусить. Тут есть Tim Hortons. Я думаю, последний до White Horse. А также вот пацаны на Хондах тоже подъехали с семьей, уже как бы третий день едем подряд. Так, встречаемся. Уже друг друга знаем, получается. Вот, приятного нам аппетита. Okay, boys, we'll see you next stop. Это наши друзья на Хондах, которые тоже с нами. That's for sure. Так, это наши мотоциклы. Немножко сейчас они грязноватые. Ну, проехав через столько дождя, я думаю, уже почистились. А это наши хондовцы. Это вот, компания, которая на Хондах едет. Мы с ними уже как бы параллельно едем часа... Какой часа, блин, уже третий день. Taping your motorcycles. Oh yeah. Да, так что следующая остановка, думаю, тоже увидимся. Мы едем через перевал. Вот впереди у нас Pilot Car, который нас ведет. И наверняка там какое-то месиво очередное. Мост ремонтирует. Вот. Сейчас буду. Хоть и немножко моросит дождик и холодно, и в горах, как всегда, температура пониже, но ничего это не меняет того момента, который сейчас есть. В общем, благодарен, что здесь никого нету, тишина, один просто дорога Аляска Хайвей,
Где-то нахожусь по пути между Аляской и откуда мы выехали из Dawson Creek, где Аляска Хайвей начинается. Фух, нужно ноги размять и немножко вдохновиться этой красотой. Вот пара мишек отдыхают. Ну столько животных, это что-то. Вот опять стадо баффало, уже вторая получается по дороге. Ну посмотрите на бэбичку, какая прелесть. Это, наверное, самое главное, вожак. Вау! Ну мост тоже очень красивый, честно скажу, тут такие редко. Coal River Lodge, углевая речушка Lodge. Тут был в прошлом году, очень симпатичное место, такое уютное. Уютное тем, что есть бензин и кофе. В наше время это редкость. В нашей традиции я хочу оставить тут свой стикер. Вот он, если будете здесь. Место называется Coal River Resort, по-моему. Ну, резортом не назовешь. Большой медведь. Вот прям слева от медведя наверху. Блядь, там они похожи. Тут просто такое увидели. Сейчас постараемся заснять, и вам это передать можно только... Они не живут явно здесь, они просто едут куда-то. Я думаю, они постоянно едут. Это их не дом. Вот палатка. То есть, ребят, все здесь, все в одном месте. Я такого никогда не видел. Не получилось сегодня поехать в Layered Spa, куда мы хотели, там на эти термальные источники, где в прошлом году я делал видео про это, потому что мы туда приехали, погода была ужасная, холодно, идет дождик, и как бы последнее, что хотелось, это раздеваться и идти 15 минут пешком в эту спа. Так мы поехали дальше и въехали в Юкон, и остановились в гостинице. Повезло, что последний номер остался, так как очень много мотоциклистов приехало. Познакомились сегодня тоже с интересными людьми. Номер замечательный. Вот сегодня, кстати, сколько, Леночка, мы за рулем? Не знаю, часов 12. Вот так вот. Сегодня 12 часов, вчера 12 часов. Нужно немножко передохнуть. Ну да, too much. Доброе утро, друзья. Как я уже говорил, мы доехали до Юкона вчера. Сегодня выезжаем в сторону Whitehorse. Это столица. По дороге у нас нужно поменять пару колес. В смысле, все колеса. На обоих мотоциклах, в смысле. А потом мы остаемся в Моро Парк. Это Yukon Моро Парк, мое любимое место. Надеюсь, погода повезет, хотя прогноз показывает. Ну, посмотрим. Удачи. Ну, нельзя это не заснять, поэтому делаем мини-репортаж. Большой репортаж у меня уже есть, в прошлом году делал. Это Watson Lake Signpost Forest. Вот поищи где-то здесь, где маленький. Красивое место найти прям. Вот не очень большая. Нет, маленький. Сейчас нужно ее повесить. Давай наверху, там где welcome. Там место есть вопрос. Вот и. Куда они? Ну все, господа, будете здесь, вот там где welcome. Сверху буду я. Это будка. Это парк.
нас начинается утро. Погода, конечно, пасмурная. Ну, как бы ожидать хорошей погоды на Юконе это тоже неправильно. И дорога сама, посмотрите, пустынная, никого нету. Только я, сзади Генка, ну и медведи. Медведей мы уже видели до хрена и сегодня, до хрена вчера. Часто выходят эти прелести. Это суровый Юкон. У нас короткая остановка в горах. Само собой бензин. Наверное, кофе пить не будем, поедем дальше в Теслин. Попьем кофе в Теслин. Ну, как всегда, тут байкеры. А это бразилец, да? То, что возле нас стоял и один бразилец, и второй. Да, бразильцы, да-да. Красивые Rocky Mountains. А мы в Теслин, Теслин Юкон. Видите, везде байкеры. А еще один Триумф. Приятно увидеть. Друзья, мы приехали. Вы спросите, куда? Мой любимый парк. Yukon Motorcycle Park. Каждый раз я тут, каждый раз я просто удивляюсь, насколько тут хорошо. Даже солнце зашло. Целый день было пасмурно. Сейчас солнце и тепло. Вот так нас встречает этот парк. Еще раз вам покажу. Это все для мотоциклистов. Это просто сказка. Вот такие будочки. Вот это наша будка. Есть, в принципе, и электричество. 2 постели. 2 мотоцикла идет под шатер. И вот так. Опять я в Юконе. Опять я в Юкон парк. Motorcycle парк. Просто мечта. Очень хотел сюда еще раз попасть. Очень тепло и приятно встречает меня Юкон. Как видите, солнце. Последние 2 дня были настолько пасмурные, что солнце вижу первый раз. И как только мы сюда приехали. В таком хорошем позитиве. Мы долго ехали. Так что сейчас пойдем разберемся с колесами. Вот покажу вам резину. Тут еще нормальная передняя, но задняя у меня Арктику не пройдет. Да, задняя уже стертая, как вы видите, полностью. У Генки то же самое. Вот это передняя. И вон задняя. Тоже почти стертая, так что резину нам придется поменять. Сейчас этим мы и займемся. Так получилось, что единственное сухое, что на ней есть, это мой дождевик. Все остальное вам сейчас покажу. Вот, сушится. Все мокрое. Внимание, вопрос, как так получилось? Приехали с Геной в эту будку, солнце засияло. Мы говорим, слушай, нам 15 минут отъехать колеса купить, зачем дождевики с собой возить? Сняли, разделись, поехали, приехали, все мокрые, дождевики сухие. А чтобы вы также прониклись в наш мир мотоциклистов, хочу вам показать эту будку, где мы находимся. Вот 2 постели, раз, 2. И все кругом сушится, потому что попали в такой дождик сейчас, пока ехали за колесами. И все мокрые. Датчик давления, а то, блядь, потом утром, блядь. Друзья, извиняюсь, это хотел показать новые колеса Hidenau. Я никогда их не использовал. Вот такая жирненькая резина. И приобрели мы их за $197 передние и $408 задние. Ну, как вы видите, мы готовимся к шиномонтажу. Завтра будем ставить резину. Мотоцикл отдыхает. И нам тоже пора. Я думал, мы отдохнем немножко сегодня. Но только мы сели. Гена сразу взялся за ключи. И что мы делаем? Снимаем колесо. А чего бы нет, да? И у нас же лежит новая резина, если бы она не лежала. Мы бы отдыхали. А так у нас же сверлит в одном месте. А там еще есть шоп. Так что ж, теперь мне тоже придется. Бежи. Генка. У тебя есть choice. Понял. Ну ладно, будем держать вас в курсе шиномонтажа. Мотоциклный. Прошло где-то 3,5 минуты, Гена, а я хочу показать, что тут. Все, тут открытое колесо, тут почему-то шестерня в руке Гени. Ладно. Ну, завтра мы будем использовать вот этот шоп. Новую резину поставили. Вот сейчас видите, человек тоже делает то же самое, ставит новую резину.
В этом шопе есть все, как я уже рассказывал, любое масло. Берите. Если осталось, оставьте, приносите. Все hardware, любые инструменты. Генка тут вообще просто в восторге. Это мое. Как не уезжал с работы. Да, но это только первая часть. Сейчас вторую часть покажу. Как будто раненько. Здесь еще есть дверь. И тут у нас... Да, тут разбортировщик. Это свет, подожди. Вот, тут разбортировщик, абортировщик, Ёпта, а чего вот это, блядь, заморачиваемся? heavy equipment. Извините за Все есть. Да, Геночка, все есть. Я же про то же. Ребят, ну поются так. Кто-то Мотогучи тут как-то доехал. И Honda просто... Нет, хотел показать, что сзади, на фоне. Если вы заметите, это все резина. Это резина, которую здесь оставляют и едут на север. Само собой, резина как будто бы и в хорошем состоянии. Вот если вы посмотрите, она, в принципе, практически не использованная. Но, если вы едете на север, там нужно пожестче, там нужно посуровее резина. Чтобы больше жира было, больше плюшки были. То же самое мы делаем. Резина, в принципе, еще проехала бы пару тысяч. Да? And now I've flown back because I didn't quite make Do you it. mind if I? This is amazing. This lady over here came here from New Zealand, Yes. and the gentleman came here New Mexico. from New Mexico. This is amazing. I thought I came from far, Canada, Toronto. Yeah, no. Amazing. How many countries have you been to? 70 countries in 3 years. My- So I rode from Alaska to the UK, down the, South America, blah blah, Norway. Тяжело поверить. Да, респект. Молодец такая, была во всех странах, во всех станах, как она называла, то тоже была. И странах, и станах. Киргизстан, Стан. Россия была. И 3 года в путешествии? 3 года, да, 3 года путешествия. 3 года путешествия. Вау. Бедный муж. А, я думаю, она не замужем. Давай не предполагай. Вот и карта мира. Это Европа. Вот. Это моя родная страна Белоруссия. Ни одного значка, ни одного сайна пока нету, да? И приблизительно мы поставим вот сюда. Это... Вот так вот. Гена, ты первый человек, который на этой карте обозначил Беларусь. Да? Вот. Ну, господа, Беларусь теперь на карте. Так, Россия. Россия, Москва. Где Москва? Давай Россию тоже Подожди, обозначим. где у вас Москва? Ну, там она уже обозначена, там Ты думаешь, синенький это есть. Москва? Да, это Москва чуть повыше. Нет, Москва здесь, это же Азия, это та страна. А ты в европейской части Москва. Вот Смоленская область, вот она идет. Москва где-то здесь. Ну да, потому что ты прав, это, наверное, Урал, и это Азия. Потому что да. мы граничим То есть с Москва вами. где-то здесь, Москва по-моему. Подожди, Финский залив, где Питер у нас, окей? Финский залив, Питер здесь у нас, да? Значит, Москва где-то здесь. Давай Москва. так считать. У Вот нас Москва. от Белоруссии до Москвы 700, Москва. 700 километров. Вот примерно так. Я попал прямо в Москву сейчас. Так. Так вот, да, я хотел показать, что Москву и Россию я тоже поставил на карту. Белоруссия с Россией сегодня встала на карту Юконской реликвии, где все оставляют свои метки. Хотел показать, что тут мы взяли. Это называется... О, какая прелесть. Это называется brisket cheese melt. Это просто, это что-то где-то. Это очень вкусно. Ну и картошечка. Вот, Геночка взяла то же самое. Ты мою сними, потом... Ребята, просто я хочу для сравнения. Вот это вот задний вид Африки гены. Вот, смотрите, мать разбарабанила. Это наши знакомые, с которыми мы сейчас познакомились. И тоже, как вы видите, это Африка. И даже они одного года, по-моему, как у Гены. Пока время коротаем, что делать нужно, во-первых. А во-вторых, у нас светло. И всю ночь вот так вот у нас светло. Так я решил, когда я медведя увидел, спрыгнул с мотоцикла, побежал к медведям, а мотоцикл шлепнулся на бок, и вот ручка шатается. Там внутри нужно шайбочку поставить, в общем-то, чего бы не сделать. Да, вот мы вытащили весик, обычно тут ставится весик.
И вот сюда вот нужно сейчас найти шайбочку, потому что во время удара, я думаю, ее приплюснуло. Ну, посмотрим, если получится. Слава богу, есть с собой все инструменты, все шайбочки, все винтики. Будем подбирать. Все, шайбочка сработала. Механизм больше не шатается. Все держится, все работает.